Привет, меня зовут Стас Быков. Сегодня вместе с вами разберем еще один способ заработка в интернете. Это платформа Яндекс.Дзен. Здесь можно размещать свои статьи и зарабатывать на этом деньги. Обсудим свежие новости, покажу свою статистику по доходам. Ну и, конечно же, расскажу, как здесь работать, чтобы активно набирать аудиторию, ну и, конечно же, зарабатывать. Погнали. И сразу же здесь хочу уточнить, что на Яндекс.Дзене я работаю уже более года, активно размещаю здесь видеоролики, и за это время накопилось достаточно статистики, которой я готов с вами поделиться. И, конечно же, расскажу про свои методы работы, благодаря которым ролики не только загружаются на Яндекс.Дзен, но еще и появляются в Яндексе и в Гугле. Я думаю, это будет вам интересно. На данный момент я активно развиваю два своих авторских канала. Один из них у вас сейчас на экране. Он называется Стас Быков. И здесь каждые 2 или 3 дня появляется уникальный пост в видеоформате. Для тех, кто не знаком с Яндекс.Дзеном, скажу, что здесь есть несколько типов контентов. Сейчас я перешел в Дзен студию. Справа вверху нажимаю плюсик, и мы видим, я могу разместить статью, где много текста и картинок, плюс можно интегрировать туда видеоролик будет. Также есть пост, кратко, можно с картинками, да, напрямую загрузить видеоролик до 5 часов и также провести прямую трансляцию до 24 часов. Это как раз одна из новостей, которые я хотел с вами поделиться, да. Теперь можно вести прямые трансляции. Давайте мы на нее нажмем, посмотрим. То есть оформление по метаданным — это название, это описание. Можно сделать ссылочку на сервис донатом, чтобы получать вознаграждение от ваших зрителей, да, сделать обложку. Дальше, конечно же, настройки программы OBS. Кто с ней не знаком, вы можете написать в комментариях, я запишу отдельный ролик, как проводить прямые трансляции на Яндекс.Дзене. Но, в принципе, по аналогии с YouTube, да, то есть мы прописываем вот этот сервер, мы прописываем ключ трансляции, который сейчас в данный момент скрыт. Дальше есть настройки трансляции, сохраните как видео после завершения и разрешить комментирование в чате трансляции. Ну и нажимаем запустить прямой эфир. Дальше просто в OBS нужно будет также нажать запустить трансляцию. То есть можно проводить прямые эфиры. И об этом мы в дальнейших роликах тоже будем с вами говорить, чтобы не пропускать. Обязательно подписывайтесь на канал. Также есть краткий формат, это пост. То есть что нового, просто можем с вами написать, сделать настройки, то есть время публикации, кто может комментировать. Добавить картинки можем. То есть вот окей, открыть. Все, картинка сразу же подгружается, да. Здесь же можем ее подкорректировать. И вот эти типы контентов, они приносят доход. То есть все, что мы с вами делаем, неважно в каком формате, мы выходим на аудиторию, которая смотрит ваши статьи. В любом формате, да. Из этого вы получаете деньги. И более того, скажу, сейчас есть также вторая новость. То есть Яндекс.Дзен теперь выплачивает деньги за подписчиков. Здесь новость. Обновленная система выплат. Мы поощряем блогеров и медиа, которые помогают платформе развиваться, поэтому запустили новую систему вознаграждений. В 2022 году основной монетизацией контента на платформе станут выплаты за подписчиков. Активно работайте с подписчиками и привлекайте новую аудиторию. А Дзен поддержит вас финансово. То есть интересный формат, да, также дополнительная стимуляция для авторов. И посмотрим, сколько же на данный момент получается заработать. То есть вот здесь статистика за все время. Опять же, она идет с июля, потому что напоминаю, что в июле был переезд с Яндекс.Эфира и произошло слияние платформ, то есть Яндекс.Эфир с Яндекс.Дзеном, и теперь есть единая платформа для видеоблогеров. Также есть у меня статистика до июля, чтобы мы тоже посмотрели по доходам, сколько получается. Ну вот за такой интервал, менее чем за год, да, вот дополнительный доход, который мне принес Яндекс.Эфир, не считая реферальные программы, не считая прямую интеграцию, а просто реклама внутренняя, да, доход от рекламы, 38, ну практически 40 тысяч рублей. При наведении по дням мы сразу видим доход от рекламы, дальше вознаграждение за подписчиков и прочий доход. Мы видим, что пока за подписчиков у меня посты не приносили доход. Только начинает стартовать данная программа, и в следующих роликах мы также будем это обсуждать. Также хотел показать вам статистику вот за предыдущие года. Вот, кстати, в апреле 2020 года у меня начало берется по доходам. И за это время тоже получалось там 5-10 тысяч в месяц получать. То есть это очень хороший дополнительный доход. Причем это все без вложений, потому что скажу вам, как я работаю, да, потому что я рассказываю только свой опыт. То есть у меня есть основной канал на YouTube, я записываю
видеоролик на YouTube. И далее я этот ролик копирую на Яндекс.Дзен. Сейчас тоже покажу, как это делается. И получается, что у меня видеоролик готовится сразу на несколько платформ. Это Яндекс.Дзен, это YouTube, также Instagram Reels тоже и в TikTok. То есть этот ролик можно нарезать также и в горизонтальное, и в вертикальное видео, и в короткий видеоролик. Сейчас нужно понимать, что важно готовить контент под разные платформы. Об этом я тоже говорил в одном из видео, которое называется блогинг. Вот он, блогинг 2022. Посмотрите обязательно. То есть я говорил о кроссплатформенности в данный момент, что нужно использовать все возможности, которые есть. И дальше ролик размещается здесь, вот он, в ленте, и мы видим там 688 просмотров, 179, 4600 это от короткого ролика. То есть короткие ролики также... Я вижу изображение на у меня... Они хорошо заходят, вот он до минуты идет, да, минута. И мы видим, что он очень хорошо распространился. Также есть комментарии, есть активность, да. Давайте посмотрим, знаете что? Я вам хотел более детально показать по доходам, потому что тема называется «Как заработать», и все-таки акцент хочется делать на заработке. Здесь я сделал экспорт таблички, и мы видим вот это за весь период с апреля 2021 по январь 2022 года. Мы видим, что каждый пост, он приносит тот или иной доход. Вот суммарно 38 110, как я вам показывал. И здесь мы видим по доходу, вот на первом месте инвестирую 1000 рублей в Тинькофф Инвестиции. Данный пост принес мне 1200 рублей. Далее, как начать инвестиции? 1000 рублей. Настройки Яндекс.Директ 700, продвижение в Instagram 600. И самые большие доходы, опять же, про инвестиции. Я недавно делал ролик на своем канале, где говорил, что на YouTube самый большой доход мне приносят видеоролики про инвестиции. Это значит, что тема инвестиций сейчас в тренде. Если вы разбираетесь в них, вы можете тоже на этом зарабатывать. Причем, если у вас будет контент только про инвестиции, это значит, что вы потенциально можете зарабатывать большие деньги. Потому что, ну, действительно, тема сейчас в тренде. Ну, про YouTube вы можете посмотреть ролик, сейчас доходы здесь не буду на YouTube показывать, да, потому что есть отдельный ролик, я ссылочку на него тоже оставлю в описании. И опять же, мы видим тему инвестиций, она хорошо заходит, она хорошо монетизируется, да. Есть темы, которые не набирают просмотры, поэтому здесь нужно понимать, что ваши доходы зависят от просмотров. Давайте я открою вот эту страничку, инвестирую 1000 рублей, прямо здесь. Напрямую зайдем на пост, мы видим, что здесь 4000 просмотров. То есть CPM, цена за 1000 просмотров, гораздо выше, чем в любых других тематиках. Что мне еще здесь нравится, ну, помимо того, что есть активные ссылки, то есть человек, зритель может перейти по ссылочке и сразу же попасть на тот или иной сайт, ну, куда вам угодно, может по реферальной программе перейти, да, там у вас реферальная ссылочка. Но самое лучшее здесь то, что видеоролики индексируются в поисковых системах Яндекс и Google, и вы оттуда получаете трафик. Вот здесь мне немного непонятно, я не могу посмотреть, откуда смотрят зрители. То есть вот я нахожусь в разделе статистика, да, сейчас. Дальше тут почасовая статистика, доход, виджеты, аудитория канала, подписчики, вот они все растут, мы смотрим, да. Демография есть, города есть, да, страны есть. Но откуда идет трафик? Я вот это хочу видеть. Вот вопрос Яндекс.Дзену. То есть я хочу увидеть с главной страницы или из браузера, Яндекс браузер идет трафик, да, напрямую с Яндекс.Дзена, или из поиска Яндекса или Гугла. Вот это было бы интересно для аналитика, да, ну и также для маркетолога и SEO-специалиста. То есть было бы понимание, откуда идет трафик. То есть мы вот видим этот ролик, инвестирую 1000 рублей в Тинькофф Инвестиции, да. Что я хочу вам показать? То есть когда я захожу в Яндекс, то есть Яндекс.ру, это поисковая система, думаю, все знаете, да. Ввожу сюда ключевой запрос, ну, например, инвестирую 1000 рублей. Мы видим, что, во-первых, ролик индексируется с YouTube, вот он у вас на экране, да. И также есть в блоке видео ролик с Яндекс.Дзена, вот он. То есть напрямую можно перейти на Яндекс.Дзен. То есть, о чем это говорит, вы понимаете? То есть мы можем такой контент-план составить, предварительно проанализировав ключевые запросы от ваших потенциальных зрителей через Вордстат Яндекса и сделать оптимизацию роликов по названию, там сделать описание, и ролики будут попадать в индекс по ключевой фразе.
Конечно же, бывают высокочастотники, средние и низкочастотники. Если мы просто ведем Тинькофф Инвестиции, то запрос очень популярен и трафика будет много, но и конкуренция очень большая. Поэтому здесь давайте напрямую зайдем в блок видео и посмотрим, какие здесь есть ролики. Свой ролик, да, он тоже есть. Вот он размещен в октябре 2021 года. Видите, но того ролика пока не вижу. Вот, кстати, это на Ютубе он находится. На Яндекс.Дзене он где-то здесь должен быть, да? Он должен находиться. Но какую бы я еще рекомендацию вам дал? Записывать как можно больше роликов, чтобы было больше шансов попасть в индекс. Да, неважно, Яндекса, Гугла или того же Яндекс.Дзена, потому что я знаю, что многие записывают одно видео по теме, например, как сделать сайт. Ну, записали ролик и все, через год, через два только следующее запишут. Так вы записываете каждый месяц, как сделать сайт с нуля, как сделать сайт за 1 минуту, как сделать сайт в 2 шага, в 1 клик. И понимаете, что каждый такой пост – это шанс выйти на аудиторию. То есть алгоритмы же внутренние, они не всегда могут корректно сработать. Иногда ролик набирает 169 просмотров, иногда 204, иногда 540, иногда 270, иногда 59. И, конечно же, если бы я разместил 2 ролика, и они бы набрали 59 и 159, как вот здесь, я бы остановился и сказал, что не работает система. Не распространяет мои ролики. Но это была бы самая большая ошибка любого блогера, неважно какая платформа, YouTube, Яндекс.Дзен или там Пульс от Мейла. Задача как наша, как креаторов и тех, кто хочет зарабатывать на этой платформе, постоянно делать контент, генерировать различные идеи и стабильно размещать информацию на этой платформе. Я вот каждые 2 дня размещаю контент. Вы можете посмотреть, у меня на YouTube каждые 2 дня выходит ролик. Также я делаю копию и на Яндекс.Дзен. Кстати, давайте я вам покажу. То есть плюсик. Дальше добавить видео до 5 часов. И я просто размещаю ролик. Я его перетаскиваю. Все. Он проверяется. Начинается загрузка. И мы видим, здесь есть теги. Также можно сделать обложку, описание, название ролика. То есть самое главное, чтобы в таких метаданных, как название и описание, у вас была ключевая фраза. И дальше нажимаете «Опубликовать». Все, на этом как бы вся работа заканчивается. Давайте я отменю загрузку, да, чтобы не было, пока мне не надо. Как же подобрать эти ключи? Переходим с вами в wordstat.yandex.ru, чтобы у нас было понимание запросов целевой аудитории. И вводим сюда какую-нибудь фразу в вашей нише, да, в которой вы работаете. Например, инвестиции. Нажимаю Enter. И здесь мне попадают ключевые фразы. То есть инвестиции, Тинькофф инвестиции на 2-м месте. Дальше ВТБ инвестиции, Газпром инвестиции, Альфа, Сбербанк. И мы видим даже с вами по популярности, что Тинькофф самый популярен. Да, можно на это записывать. Дальше, когда я хочу более точный, релевантный заголовок найти низкочастотник, да, чтобы было шансов больше попасть по нему для целевого зрителя, я кликаю на этот ключ. Сейчас он прогрузится, проанализирует все ключи за текущий месяц, и мы видим Тинькофф инвестиции, отзывы. Дальше тест, личный кабинет. Дальше отзывы вложивших, да. Ищем ключевые фразы, например, вот сколько там можно заработать, да. Отзывы реальные, очень много про отзывы спрашивают. Можно посмотреть релевантные. И это, опять же, это конкретные темы, потому что я аналитик, да. Я всегда смотрю на конкретную статистику, чтобы было понимание. Не из головы брать название вашего ролика или тему вашего ролика, а вот основываться на реальных фактах за предыдущий месяц. Последние данные на 2 января. Вот статистика, это конкретно реальная статистика. И вы тоже можете ее посмотреть, это все бесплатно. Дальше записать видеоролик в разговорном жанре. Вообще вложений никаких не требует. Нет камеры, запишите на телефон. Ноутбук, компьютер-то у вас в любом случае есть. Ну, даже на телефон сейчас можно записывать видеоролики. Записывать рабочий стол телефона и выгружать напрямую на Яндекс.Дзен. И на этом зарабатывать. Да, что вас сейчас останавливает? Вы в комментариях можете написать, почему вы до сих пор не зарабатываете в интернете. Даже если это без вложений сейчас доступно каждому человеку. Вот что у вас, какая преграда вас останавливает? Я надеюсь, что желание зарабатывать в интернете у вас будет гораздо сильнее,
чем посмотреть фильм, посмотреть сериал или лень разбираться в этом. Потому что, ну, сегодня в ролике я вам все показал, как я работаю, откуда берутся деньги. И, кстати, по поводу монетизации. Монетизация здесь я затронул эту тему, да, есть несколькими способами. Опять же, это вознаграждение за подписчиков, о чем мы проговорили. Дальше рекламные блоки. Также можно иметь прочий доход в виде развития коротких видео, постов и прямых эфиров. Также возможность бонусных показов. То есть доход здесь идет из разных источников. И везде можно зарабатывать. Неважно, какая платформа. Главное, что вы делаете, чтобы у вас было понимание, у вас была цель, и чтобы вы двигались вперед. И тогда вы будете зарабатывать деньги на любой площадке и любыми способами. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях под этим видео. Не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из серии по заработку в интернете. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока-пока.